В глухом северном лесу маленький медвежонок пробрался в покосившийся домик лесника, стащил теплую буханку хлеба и поспешил обратно в чащу. Старик из любопытства пошел за ним, но когда он увидел, кому медвежонок принес хлеб, его сердце сжалось, и он заплакал. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам, правда, интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. В далеком северном краю, где зима длится почти круглый год и солнце редко показывается из-за тяжелых серых туч, стояла старая охотничья изба, в которой жил одинокий старик по имени Матвей. Он давно привык к тишине, к скрипу деревьев на ветру и к вою метелей по ночам. Людей он почти не видел, лишь иногда наведывался в ближайшую деревню за солью и мукой, а все остальное время проводил в лесу, ухаживая за кормушками для зверей и следя за порядком в своей небольшой территории. В один из таких морозных дней, когда воздух звенел от холода, а снег хрустел под ногами, в избу незаметно пробрался маленький медвежонок. Он был худым, взъерошенным и явно истощенным. Его лапы дрожали от усталости, а дыхание было прерывистым. На столе лежала буханка хлеба, которую Матвей испек накануне. Медвежонок осторожно приблизился, замер на секунду, словно прислушиваясь к каждому звуку, а затем, пересилив страх, схватил хлеб зубами и стремительно выбежал наружу. Он не стал есть ни крошки, хотя голод мучил его уже несколько дней. Он лишь крепче сжал добычу и, спотыкаясь, побежал вглубь леса. Когда Матвей вернулся, он сразу заметил открытую дверь и следы на снегу. Он нахмурился, провел рукой по седой бороде и тихо пробормотал: «Кто же это у меня тут хозяйничает?» В его голосе не было злости, скорее удивления. Он надел старую шапку, взял ружье, больше по привычке, чем из необходимости, и отправился по следам. Сначала он шел уверенно, но чем дальше уходил в лес, тем медленнее становились его шаги. Ветер усиливался, поднимая снежную пыль, а следы местами заносило. Несколько раз он останавливался, чтобы не потерять направление, и каждый раз замечал, как следы становятся все более неровными, будто зверек едва держался на ногах. Это насторожило его. Он ожидал увидеть хитрого и наглого зверя, но все больше понимал, что перед ним совсем другая история. Тем временем медвежонок, который был старшим в выводке, из последних сил пробирался к укрытию. Неделю назад его мать погибла. В лес пришли люди с ружьями, и после громкого выстрела все изменилось. Он помнил, как она не поднялась, как он толкал ее носом, как звал, но в ответ была только тишина. С тех пор он стал главным. В их маленьком убежище под корнями старой ели остались еще двое медвежат, совсем слабых. Один почти не двигался, лишь тихо поскуливал во сне, другой все еще пытался подниматься, но падал от слабости. Каждый день без еды приближал их конец. И вот теперь у него был хлеб. Он падал, поднимался, снова падал, но не отпускал добычу. Когда он, наконец, добрался до укрытия, силы почти покинули его. Он осторожно положил хлеб перед малышами, начал разрывать его на куски и подталкивать к ним. Маленькие медвежата с трудом тянулись к еде. Один не мог даже открыть пасть, и тогда старший бережно поднес кусочек прямо к его губам. В этот момент Матвей, следовавший по следам, вышел к этому месту. Он остановился, как вкопанный. Перед ним открылась картина, которую он не ожидал увидеть. Не было ни злости, ни наглости, только отчаянная борьба за жизнь. Его руки опустились. Ружье стало тяжелым и ненужным. Он медленно присел на корточки, не в силах отвести взгляд. «Бедные вы мои», — тихо прошептал он. В его глазах появились слезы. Он вспомнил свое прошлое, свою семью, которую давно потерял, и вдруг почувствовал, как что-то давно забытое оживает внутри.
В тот день он не стал приближаться. Он тихо развернулся и ушел. Но уже на следующий день вернулся. Он принес рыбу и немного мяса. Осторожно оставил их на расстоянии и ушел, делая вид, что не замечает, как из-за корней выглядывают испуганные глаза. Так продолжалось день за днем. Матвей приносил еду, иногда подолгу стоял вдали, наблюдая, как медвежата едят. Постепенно страх сменялся осторожным доверием. Малыши начали двигаться активнее, их шерсть стала гуще, а глаза — живее. Старший медвежонок уже не прятался сразу. Он выходил чуть вперед и внимательно смотрел на старика. В этом взгляде не было благодарности, но было понимание. Зима продолжалась, метели не утихали, но в этом маленьком уголке леса жизнь постепенно возвращалась. Прошел год, и однажды ночью все изменилось. В лес снова пришли люди. Они были грубыми и шумными, не боялись ни зверей, ни закона. Они наткнулись на избу Матвея, разгромили ее, перевернули все внутри и, поняв, что хозяин где-то рядом, решили найти его. Матвей услышал их и сразу понял опасность. Он ушел в лес, стараясь увести их за собой. Его сердце билось быстро, дыхание сбивалось, ноги вязли в снегу. Он понимал, что долго не выдержит. За спиной слышались шаги и голоса. Еще немного, и они его догонят. И вдруг лес словно ожил. Раздалось глубокое рычание. Из темноты вышел медведь. Уже не маленький, а сильный и уверенный. За ним появились еще двое. Браконьеры остановились. Их лица побледнели. Один выронил ружье, другой сделал шаг назад. Страх оказался сильнее. Они развернулись и побежали, бросив все. Лес снова погрузился в тишину. Матвей стоял, тяжело дыша, и смотрел на медведей. Старший задержал взгляд на старике. В этом взгляде было что-то большее, чем просто звериный инстинкт. Затем он развернулся и ушел в лес. Весна пришла не сразу, но когда снег начал таять, а солнце стало появляться чаще, медведи ушли. Они стали частью леса, как и должны были. Матвей остался один. Но теперь его одиночество было другим. Он больше не чувствовал пустоты. Он знал, что когда-то сделал правильный выбор. И иногда, стоя на пороге избы, он смотрел в сторону леса и тихо говорил: «Живите, просто живите». И в этих словах было все. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.